Сейчас я вам расскажу реальную, интересную историю про уличную кошку. Поэтому обязательно послушайте до конца, ведь эта история многих заставила задуматься. У меня на рынке есть павильон, в котором я работаю. Я продаю шаурму, хот-доги и различные бутерброды. Одним словом, быструю еду для людей, которым хочется перекусить. Однажды я заметил уличную кошку, которая ходила возле моего павильона. Было понятно, что она пришла на запах мяса. Видимо, она была голодная, но боялась подойти ближе. Тогда я решил ее угостить и позвал ее к себе. В руке я держал кусочек жареного мяса, и кошка не смогла устоять. Она прыгнула к окну и аккуратно начала брать из моих рук мясо. Когда угощение оказалось в ее зубах, она спрыгнула и медленно пошла в направлении домов. Есть угощение она не стала, и вместе с кусочком мяса в зубах скрылась из виду. Я удивился, и к вечеру уже забыл об этой кошке. Но на следующее утро кошка снова пришла к моему павильону, она также неуверенно ходила вокруг него и смотрела в окно. Я снова ее позвал, и кошка сразу же прыгнула на окно. Она уже ждала, что я ей что-то дам. На этот раз я решил дать ей кусочек мяса побольше, но и его она есть не стала. Она спрыгнула и снова ушла с угощением в зубах. Так продолжалось несколько дней, и потом я решил проследить за ней. Мне стало интересно, почему она не ест мое угощение и куда она его уносит. Кошка снова с мясом в зубах пошла в сторону домов, я медленно пошел за ней. Она подошла к подъезду и вошла внутрь. На меня она не обращала внимания, поэтому я увидел, куда она пошла. Оказывается, в подъезде стояла коробка, в которой лежала собака с щенками. Кошка оставляла мясо рядом с собакой, а сама ложилась рядом с коробкой. Щенки были маленькие, скорее всего им было около недели, поэтому собака от них не отходила. Поэтому кошка приносила собаке еду и находилась с собакой рядом. От увиденного у меня покатились слезы. Я тут же побежал в магазин и купил корм и собаке, и кошке. Так я кормил их в течение месяца, пока щенки не подросли. Но одним утром я пришел в подъезд, чтобы их накормить, но ни кошки, ни собаки с щенками я не нашел. Бабулька возле подъезда сказала мне, что щенков разобрали люди, а кошка с собакой ушли. Мне стало грустно, ведь я к ним уже привык. Но грустил я зря, ведь уже через неделю эта кошка вместе с собакой пришли к моему павильону, я обрадовался и дал им угощение. Но на этот раз они все съели на месте. Я их кормлю до сих пор, и они уже ходят ко мне как на работу.